некоторое происходит, но ничего страшного. Итак, мы в эфире. Добрый день, дорогие друзья, с вами Nevelin. Сегодня у нас с вами трансляция по Фонтейну. А сейчас мы с вами, собственно, погрузимся в этот прекрасный мир, новую локацию и почувствуем на себе все прелести данного региона. Итак, сегодня стрим с вебкой. Всем привет! Сейчас мы с вами сделаем небольшую, ну, как всегда, техническую хуйню. Конечно же, нам надо с вами группу ВК скинуть ссылочку на трансляцию. Сейчас я сделаю все по красоте. У меня тут немножечко я не смогла настроить пока что на вывод именно конкретно трансляции на экран. То есть у меня пока только весь, как сказать-то, не так сказала, именно Геншина, то есть отдельного окна, чтобы у вас именно Геншин висел, как раньше. Я просто уже технически не успевала, просто по одной причине, потому что я спала. Простите, я 3 часа вчера спала в поезде. Всего 3 часа. И как-то, ну так себе, конечно. Вот, сейчас, секундочку, я оставлю новость. Что-то я как обычно, короче, готова, не готова. Вечно через это. Сейчас я вам камеру выведу наверх, вот так. О, все, чтобы вы меня хотя бы видели. Да, я здесь. Сейчас, секундочку. Так, стрим начался. Да, блин, опять как всегда раскладку не поменяла. Стрим начался. Ой. Фу, все. Сейчас я скину теперь репост. Вот сюда кинем, сюда кинем, сюда кинем. И еще мне надо еще вот сюда кинуть. Все ок. Так, все, я убираю картиночку нашу красивую. Возвращаю Геншин. Так. У меня только телефон. Ну нормально, 85%. Должно хватить. Если что, у меня где-то пауэрбанк лежал. Где-то. Не знаю где. Итак, я еще не заходила. Я вчера скачала непосредственно все обновление на предзагрузке. И что? И сегодня я его установила. У меня почему-то только с 5-й попытки запустился клиент. Не знаю уж почему. Но... Ну что ж, все, заходим. Я первый раз сегодня захожу. Соответственно, я еще ничего не смотрела, ничего не знаю. И буду все смотреть вместе с вами. Что? Загрузка ресурсов? Я вчера 2 часа качала и устанавливала, сегодня еще час. Ну нет. У меня тут немножко темновато. Могу, конечно, чуть лампу поставить, но... Черт. Она мне просто бьет в глаза, и меня это дико бесит. Сейчас я вот так хотя бы чуть-чуть. Вот так, наверное, получше. Потому что она очень яркая, и мне она прям в глаза бьет. Так. Не, пацаны, это не вам, это мне. Так. Ну, чё ты? Короче, пиздой этот Геншин. Что я могу сказать? Я только что приехала с Питера, да, я вчера в 8 утра приехала домой, наконец. Я честно, вчера, будучи дома, просто вот утром меня привезли домой, и я такая, знаете, я дома просто нахожусь, у меня такое впечатление, как будто меня дома не было месяц.
просто... Нет, не то, чтобы что-то поменялось, нет. Дело в том, что просто какое-то вот это ощущение, да, что у тебя давно не было дома, и как-то непонятно было. Весь день я была как в тумане, честное слово. Мне вчера день так пролетел. Вот, не очень хорошо. Нас жарко. У нас сегодня прогнозируют 28 градусов, завтра 32, мне на работу. Думаю, ёб твою мать. А еще у меня глиттер еще не засох на щеках. Видите, я сегодня еще поднакрасилась для вас, еще успела. Блестяшки. Здесь у меня глиттер, здесь у меня блестки для век. Вот. В общем, постаралась сделать для вас красоту. Надеюсь, это хотя бы видно. Что еще? Повторюсь, что я всего 3 часа спала в поезде. Забавную историю расскажу. Все равно нам делать нехуй. Начнем наш стрим с забавной истории. В общем, когда я села в поезд, я напомню, я аллергик. Вот, и у меня может быть на какую-нибудь шерсть, на всякую хуйню, потечь нос, заложить слизистую носоглотку, и это просто жопа. Ну, короче, как всегда, я села в поезд, и у меня началась вся белибердень. Вот. Собственно, что? У меня отек нос, началось все просто течь ручьем, и, соответственно, его заложило. Когда мы проезжали станцию Благое, где идет перестановка составов, то есть отстегивается один поезд, вставляется другой, тот, который именно тащит. Забыла, как называется, не суть. Ну, вы поняли. Там остановка была полчаса, и вот я там чилила 20 минут, стоя на улице, хоть как-то подышать свежим воздухом. Вот, но это все херня. Я опять развожу кучу воды. В общем, меня заложило нос, и я еле-еле как уснула в 3 часа ночи в поезде и захрапела. Из-за того, что у меня нос был заложен. И меня разбудил мужик, который ехал с нами в купе. О. Такой, типа, девушка, вы храпите. Я такая, что? Вы храпите? Вы можете, пожалуйста, либо на бок лечь, либо ртом дышать? Я такая, ага. Потом осознаю, что у меня нос-то заложен. Я такая, ой, извините, я говорю, меня заложила нос. Я говорю, скорее всего, из-за этого. Он такой, да я понимаю, все нормально, типа. Он лег спать, уснул и захрапел. Через 5 минут. А я такая лежу, а я проснулась, он меня что-то разбудил, я такая, сука. Просто думаю, ты серьезно? О, короче, это было кринж. Вот такая вот история. Так. Обожаю вот этот момент, когда заходишь в игру и получаешь прямо геймчик. Прям. Надо, чтобы бальзам. Е3 твою налево. Ладно. Так, давайте сразу посмотрим, что. Посмотрим баннеры. Обновление баннеров. Да, линия, елань. Воплощение божества. Блин, я не хочу крутить. Мне нельзя крутить, все на деда. Но мне так хочется спустить 10 круток сюда. Не знаю зачем. А вдруг симулякр упадет на торта. Не буду, все, хорош. Сегодня мы с вами не крутим, мы будем крутить с вами, когда будет реран Джунли. Поэтому, собственно, у меня сейчас есть 2 недели, чтобы на спидране закрыть Фонтейн. Класс. О, круто, это я видела про отметки, да, что отметки в этом месяце еще дополнительно вознаграждаются камнями истока. О! Запрос дают камни истока. Ниху. Пацаны, я хочу. Я сейчас буду по-клоунски отвечать на этот гребаный опрос, конечно, наверное. Если он клоунский, то я и отвечать буду по-клоунски. Кстати, я хочу пить, и сегодня я буду пить из своей новой кружечки, которую мне подарила Пыпа. Вот такая кружечка. Я не знаю, видно, не видно. Надеюсь, видно. В общем, здесь написано «Выпью кофеек и заработаю». Немножечко СМР.
Я пока что женщина. Вы играете ПК, ноут и Android. Да, я играла. Какие видеоигры для ПК консоли вы предпочитаете? Блять. Ну, РПГшки, шутеры и, наверное, с открытым миром, да, вот так. Какие видеоигры для мобильных? Черт! Казуальные карточные песочницы, социальные. Ладно, давайте экшен РПГ. Я вообще не очень шарю за эти все, как сказать-то, жанры. Ху! Так, шутеры, королевские битвы, Call of Duty. Я играю в Султана, это какая нахуй? Многопольтица, пошагово ролевые игры. Симулятор, романтические. Романтические, это эти, как его там? Клуб романтики. Пупа такой любит, я нет. Ладно, давайте ММО-РПГ. И пусть это будут казуальные какие-нибудь головоломки. Какие игры вы играли? Блять, ни во что не играла. Отстаньте, не играла. Да я 100% такое. Какой у вас опыт просмотра аниме? Не так давно я смотрела хентай. Он назывался «Тотальный гарем». Я охуела. Даже для моего испорченного мозга это было слишком. Я знаю, что такое аниме, но никогда не смотрела. Я не знаю, что такое аниме. Ладно, давай так. Раньше я смотрела, сейчас не смотрю. Какие... Вообще вот это я все не смотрела. Какой что-то... Ничего из вашего перечислено, ничего. Просто дайте мне... Откуда вы узнали... ТикТок. Какой из следующих факторов побудил вас попробовать... Знаете, какой фактор меня побудил играть Genshin Impact? Ну ладно, хуй с ним, поехали. Типа такого. Большой открытый мир, популярность, аниме-стиль, пускай так будет. Что, да, прохождение сюжета мне больше всего нравится. Выполнение заданий мира нет, не нравится. Сражение с монстрами, прохождение событий версии. Да, очень нравится. Прохождение заданий интеллигент персонаж. Да, очень нравится. Прохождение испытаний Витой бездны. Как вам сказать, я люблю ходить в бездну, но она разрывает мой пукан просто на мелкие кусочки. Но я все-таки поставлю галочку и поставлю открытие сундуков в открытом мире. Обожаю этот звук, когда ты открываешь сундучок, особенно если какой-нибудь драгоценный или роскошный просто. Да, детка, это лучше. Каковы ваши основные долгосрочные цели в Genshin Impact? Получить наград событий, получить больше персонажей оружия, ну вот это, да, открыть карту свет больше областей, получить больше достижений, повысить характеристики, получить больше света, да? Больше наград событий, вот так. Чун-Ли! Я хочу Чун-Ли. Все, спасибо. Это все? Все, давайте я хаваю свои 50 примагемов. Да? Ребята! Ой, как хорошо. Слушайте. О, это круто. 650 примагемов. Кайф. Ой, спасибо, пожалуйста, просто. Я очень счастлива. Почему у меня почта висит? Из-за того, что вот эти? Видимо, да. Окей. Боевой пропуск! Примагемчики! Кстати, я все хотела посмотреть оружку, что дает. Опять ШК? А больше или меньше, чем предыдущие оружки? Что-то хуйня какая-то. Когда на... Короче, стакает шанс крита. На. Короче, хуйня какая-то. Ладно, потом как-нибудь изучим. Похаваем. Так.
Насколько я знаю, нам должны с двух ног... Ох, ёб твою мать, с двух ног дать нам линет. Ты ж моя зайчка, ути-пути. Она такая прикольная. Она такая прикольная. Я ее хочу. Сейчас, подождите, ребята. Охуеть. Охуеть можно. О, как красиво. Боже, торт. Боже мой. О май. Ладно. Ох, и там, блин. О, какая Лайла красивая. Блин, очень здорово. Так. Я хочу линет. Вы это видели? Вы это видели? Как это красиво, боже. Я хочу ее прокачать. Боже, я надеюсь, что она охуенно задувка. Это какая прелесть, ребята. Бог ты мой. У нее на бантике глаз бога. Какая... У нее чашечка с ложечкой. Ребят, это охуенно. Вы посмотрите, какая она клевая. Ну-ка. А как, подождите, надо было, наверное, ешку зажать. Охуеть, какая она пиздатая. Это очень круто. Охуеть, вы только посмотрите. Она очень классная. Она просто восхитительная. Ха! Здорово. Очень здорово. Очень хороший персонаж. Мне очень нравится. Главное, чтобы у нее эти... Блин, она очень крутая. Шляпа это ее офигенная. Блин, очень плохо то, что я не могу на нее выбить созвездие. Потому что мне сейчас нельзя крутить. Блин. Тестовый забег. О, давайте линии посмотрим. Линия. О, у него тоже на бантике глаз бога. Ну, тоже прикольный, кстати. Но все-таки подружка у него... Не подружка, сестренка все-таки попизже. Мальчик-чулочек. Опа. Обалдеть. Ну-ка. Он же лучник, точно, я забыл, он же лучник. Он лук держит так же, как и Геншин, мне очень нравится. Нихера... Вы это видите? Это обалденно. Это очень круто. Анимация у новых персов просто охуенная. Обалдеть! Вы это видели? Блин, ну только херово, что он как фишель, короче, она в ворона превращается, такая типа бля-бля-бля. Вот, а этот, короче, в шляпу. Ну, типа, он прикольный по анимациям, но сказать, что это охуенный персонаж, что-то пока не могу. Я надеюсь, у вас нормальное качество. Очень надеюсь на это. Так, окей. Тестовый забег. Дайте мои примагемы. Примагемы, мамочки, отдайте, пожалуйста. Так, Елань. Ну, Елань это Синсю на максималках, по сути. Какая-то команда так себе. Здесь, наверное, Лиза играет.
Так, ладно. Лай, конечно, двигается, охуеть можно. Тебя я пиздюк терпеть не могу. Вон, победа. Так, покинуть уровень. Блин, она очень клевая. Повысить уровень. Книжечки. Подтвердить. Мы еще сейчас круток похаваем с нее. За прокачку. My perception has been heightened. Она босс какой-то новый, да? Угу, свита ледяного ветра. А, это эти двое, поняла. Кстати, там бездна обновилась. Бездна. Так, что тут у нас еще? Так, хаваем примагему. Пятнистый код. Окей, это я позже пройду. Регион. Новый босс. Еще один новый босс. Это, наверное, для талантов, да? Я думаю, да, это для талантов. И бездна. Saying some strange things again. Так, окей. Пились новинки, накрытые экспедиции, стиля кузнеца. Сейчас. Ребзи, нам надо с вами сделать сразу с двух ног ежедневки. Почему? Потому что потом я про них забуду. Блин, а как бы вот мне все-таки вывести так, чтобы у меня игра была все-таки поверх? Вот не хочет она почему-то. Захват игры, Genshin пак, ставлю, а нихуя. Даже если вот так, тоже нифига. Ладно. Пусть будет так. Там, наверное, через другую надо штуку. Браузер, захват игры, захват окна, захват экрана. Захват окна, наверное. Вот, да, наверное, вот так. Споры. Рабочий стол. Так он мне почему-то это... Геншин не видит. Ой, извините. А почему? Почему Геншин не видит? Ой, ладно, короче, потом. Да, я, кстати, с косичками. Почему? Потому что жарко, блядь. Блин, это вообще кайф. Новое меню, просто обалдеть. Очень красиво сделали. Так, победа. Чуть сегодня прям на одной и той же локации. Wait.
Так, сейчас, секундочку. ПК тупит. Вот эти задания очень скучные, ежедневки. И мне опять не падает тот квест, который мне нужен. Черт. Чтобы выполнить достижения вот эти по курманам, я все не могу последнее задание выполнить. По-моему, мне осталось только рисовый самурай. И еще задание, где Сянли надо найти в Лиюэ. Оно мне несколько раз падало, и я его несколько раз неправильно делала. Потому что я не знала, что надо по-другому его делать. Что там вообще можно так сделать. Все максимально незаметно проскочили. Плюс моно вообще максимально. Победа. Так, следующее задание у нас вот здесь. Так. Такая музычка спокойная такая. Но как меня этот остров тогда бесил, просто невозможно. Да, я думаю, он всех бесил с этим туманом. Вроде раз закрыл, два закрыл, еще третий раз надо закрывать. Да господи, это сколько можно? Плохие собаки. Плохая киса. My guiding stars! Stars! Shadows of fate! Flicker. Delve into destiny! Ну давай. Ну там не копится, черт. Decided by destiny! Да, еще один. Сколько вас тут? Чуть не в море ее загнала, эту собаку. Так, окей. Все? Мы все 4 сделали? Мне казалось, что только 3 сделал. Ладно, у меня, наверное, шиза, как всегда. Так. Чё нам надо купить? Похавать. Почему? Потому что я крафчу рыбу. У меня уже почти косарь рыбы. Обалдеть. Ладно. Давно я не готовила такое. Genshin. Thank you for... Add Astra... Кстати, если не знаете, кого отправлять на экспедицию, то можете воспользоваться моей подсказкой. Что я ставлю именно так. Суммирую никого. Кстати, Фонтейн. Почему не добавили Фонтейн? И попозже добавят. Так, надо у кузнеца забрать материалы. Я их заранее уже выставила. Чтобы под БП забрать. Что тут едет?
шумная. Так, и еще нам надо здесь рыбку купить. Если не знаете, покупать рыбку, то у шеф-повара мало, можно 10 штук покупать. И здесь вот можно еще, по-моему, 10 и 15 купить. Сейчас я вам точно скажу. На пристани Льюэ, уже где именно кораблики стоят, вот здесь можно у 2 торговцев купить еще рыбу. То есть, если вы начинающий игрок и не знаете, где купить продукты, то вот, пожалуйста. Я, по сути, здесь вот по такому кругу, да, вот 10, и там еще 15. И по такому кругу бегаю каждый день, сдаю ежедневки и заодно покупаю себе продукты. То есть, через шеф-повара мало, потом сдаю ежедневки и добегаю до сюда купить еще рыбы. Даже, получается, 35 штук покупаешь за раз. Вот только вот этих 2 торговцев. Шеф-повара мало еще 10. И еще можно купить сумеру. Вот здесь в кафешке у этого Аладдина, ламбада. Вот. У ламбада можно еще 10 рыбы купить. В Надзуме, по-моему, крабы продаются. Рыбы там, по-моему, нет. Не помню. Так. Ну, давайте, наверное, сразу хавку приготовим. Вот, а рецепт, собственно, я отправляю на экспедиции Фишель в Манштате, чтобы она собирала у нее цветки-сахарки. И из них уже делаю потом непосредственно сахар. И уже из этого всего я делаю рыбу-белку. Все, по красоте. 2 сотки хавки. Хорошо, хорошо. Так, что-то у нас тут еще выполнилось. Потратить 150 смолы. Успеем. Так. Мора. БП я куплю, но БП куплю попозже. Пока буду его делать, но выкуплю попозже. Так. Куда мы с вами идем? Так, ежедневки мы с вами сделали, поэтому я думаю, можно спокойно уже отправляться в новую локацию. Итак, вот сюда у нас телепорт есть открытый. Здесь, кстати, почему-то тоже какой-то открытый телепорт. Его раньше не было. Кстати, вот обновление карты сделали. С этажностью. Ну все, я поняла. Ага. Здесь вот такой проход, чтобы выйти обратно в Сумеру. Я поняла. В общем, этот телепорт у нас автоматически открытый, поэтому, в принципе, по нему мы и телепортируемся. И идем к якорной станции. О! Видосик. Мое уважение. Кому она машет? Чё, как Питер? Отлично. Все здорово. В субботу смонтирую влог. Все видосики. Надеюсь, получится прикольно. Это мой первый опыт, поэтому посмотрим. Вот. А так, в принципе, по влогу будет все понятно. А так, в целом, пока могу сказать, что круто. Так. Нам надо с вами долететь до вот этой лодочки, я так понимаю. Что это как бы якорная станция. Наверное, на лодочке же меня подвезут, не на этом. Не на маленьком этом паромчике. Сундучков никаких нету. Похавать. А вот эта штука есть. Надо сразу интерактивную карту открыть. Не забывайте пользоваться интерактивной картой. Это облегчит вам жизнь. Тут есть сундук. Даже 2. Даже фея. Вот этому новому пути. Ладно, потом. Пофигу.
черепашки. Я говорю... нет, походу придется на этой лодочке на маленькой, это на волну ходит. Я думал, на кораблике довезут. Фигово. Биби, пазафака. Что куда-то... А чё в смысле? А, ну это просто регион нет. Все, я поняла. А что думаю, сейчас за картой заплыву куда-нибудь? Все нормально, все в порядке. О! Ребята, хаваем. Ребята, о, ты, гидрокул. Надо его сразу отметить, раз мы его захавали. Да, отмечаем гидрокул. Круть. Я счастлива. Какие тут вот... О, ёпсель-мопсель. Посмотрите, какая красота. Очень красиво сделано. Понял? Здравствуйте. Добрый вечер. О, пиздючка бегает. Сейчас она пойдет с нами будет болтать. Здорово. Ой, нет, она не хочет со мной болтать. Окей. А чё, куда идти-то? Наверное, надо взять квест. Я так думаю. Где-то взять квест. 15 код, тестовый забег. Вот так. Ага. Ага. Все, окей. А, ну надо, наверное, это просто добежать до... А где она, блядь? Наверху, что ли? Здравствуйте. Добрый вечер. Тут лифт, пацаны. Офигеть. Поехала. Красивый мужчина. Мужчина красивый. В лифте не прыгать. А чё? А чё так высоко-то? А то, наверное, на самом вершину меня поднимает. Ничего себе. Здравствуйте. Ух ты! У нее рот открыт? А, нет. С мечом? Ребята, я так давно не ощущала этого. Прям аж тепло на душу, честное слово. Извините, я забыла вам читать. Ну да, конечно, это же страна гидроархонта. Здесь даже статуи 7 архонтов фонтаны. И да, сияние статуи вовсе не походило на обычное. А как ты себя чувствуешь? А? Вода? Вода говорит со мной? Говорящая вода могла бы нам пригодиться. Но раз ты шутишь, значит, нам с тобой точно все в порядке. Чего? И все же после того странного свечения воздух стал более влажным. Может быть, связано с высвободившейся энергией гидро? Пайман слышал, что в Фонтейне, если правильно использовать элементальную силу, можно даже плавать под водой. А вдруг у тебя получится найти затонувшее сокровище? Ну, удовольствие нырять за сокровищами Пайман представить тебе. Пайман лучше будет... представить тебе. Пайман лучше будет ждать тебя на берегу. Мне будет одиноко под водой без тебя. Но Пайман боится воды. А что, если Пайман случайно угодит в течение, оно ее завертит, голова закружится, и Пайман не сможет взлететь? Как тогда в Манштате, когда мы встретились. Тогда я снова выловлю тебя из воды. Правда? Тогда, может быть, Пайман попробует спуститься под воду вместе с тобой. Ты ведь не откажешься от моих слов? От своих слов, наверное. Я прочитала, наверное, не так. Окей. Клониться статую. О, ребят, это будет усыпальница опять. Камней столько. Боже, сколько ж примагемов можно сожрать. Ой, ребята, охуеть.
Охуеть. Просто мы сейчас так пожрем с вами. Боже мой. Так, окей. Задание. Пролог сольного танцора. Отследить. Чё? Это что за задание такое? Вот, мне надо вот сюда. А, это ивент! А сюжетка где? Задание. Соберите 5. Нифига, тут прямо гемов сыпят. Нормально. А задание-то где? Подождите. Прийти к региону, окей. Ну, я здесь. Хочу задание. А чё? Задание называется... Задание архонтов. А почему она называет... Почему она начинается в караван-ребате? Почему здесь вообще именно этот город? Типа что, больше городов нету? Странно. Ладно, пусть будет так. Хай там уже запиздел. Ну да, мы же совсем 500 лет назад это делали. Кто бы говорил, блядь, кто бы говорил. Привет, ты крутая. Спасибочки. Большое спасибо. Ради благополучия с Нахиды нам следует решить, куда мы двинемся дальше. А то можно подумать, Нахида... Ой, господи, скорее бы уже не ушли. Look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? But never mind that. What brings you? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. Мне очень интересно, как себя Люмин будет чувствовать в резонансе с водой. С Гидро. Типа, я вообще очень сильно развиваю Люмин именно на Дендера. Она обалденная, дает бутоны, очень много. И прям в пачке с Хайтамом обалденный персонаж. Не была бы она Гидра очень сильной. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two? Опа. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are bumping into you like this will become a rarity. I'm starting. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Дэхи загрустила, что мы уходим. Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd... Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few... Опять дядька за нами какой-то тут следит. I see. Guess you won't be needing it going away. Though, now that I think about it... By the way, should we go say bye to Nahida? Oh, good point. There's no need to bother. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler in Paimon. Whether as a client or... Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Да все, поехали в натуре. Конечно, мы долго провели Сумеру. Это было очень долгое путешествие, очень огромное, необъятное, я бы сказала. Но... Шо? Опять?
Я ж там была уже. Я надеюсь, что там можно спрыгнуть просто, и все. Блин, кажется, мне растяжка в глаз попала. Вроде нормально. Ядрить твою налево, как тут высоко-то. Надо хоть команду нормально взять, а то мне команда для прокачки дружбы. Поэтому она такая у меня это так себе. Блин, невероятно красиво, боже мой. Я не могу перестать восхищаться новой вот этой вот зоной. Очень красиво. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must be Fontaine's port. Красивая. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Знаете, что мне это напоминает? Кенриах с их развитыми технологиями. Будем надеяться, что Селестия не будет выюпываться на тот регион, где есть все-таки Архонт. Ну, наверное, не будет. Но технологии. За технологии Кенриах и поплатилась из-за того, что еще и в богов не верила. Ну, Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. пора What do you think? навестить Фокалорс. Сначала встретимся с Гидроархонтом. Good idea. Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Да, только ни один, сука, из архонтов, кроме Нахиды, ничего нам толкового нихуя не сказал. Эй, вообще я не знала ничего. Венти, типа... А Джули такой... Как этот, знаете, в стиле почтальона на печке. Но у меня для вас посылка, только я вам ее не отдам. И у меня есть информация, но только я вам ее не скажу. Пиздец. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality. Капризная, как ребенок. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Ну да, Паймон, это очень-очень здорово подойти к двум говорящим людям и, типа, вмешаться в их разговор. Прям очень вежливо. Это детская игра, вы чему учите? If you ask me, it's a tragedy how things ended. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his fan. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story... Excuse me. Can I help you too? Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In Тут fact, везде it's все a будут case that was just heard a присуды. few days ago. Боже. Really? Like a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being, oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. Извините, я профукала чуть-чуть. Ага. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to... And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence,
we have the absolutely just and honorable Chief Justice Nevelin, Nevelin, она сказала Nevelin, все-таки через я. as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. You're a tree? Что-то это Is it some kind of напоминает. machine too? Oh, Paimon's curious. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Oh, that's easy. Just go to the opera house. Lady Farina practically lives there. Huh. I think what they mean is that in that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment, well, Is the Hydro Archon super busy taking care of official Как stuff? в МФЦ прям. Wait, didn't you say that she's always at the opera house? No, no. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. that's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little... Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Знаменитость. Yeah, I suppose you could say that. Hang on. This is still Fontaine's Archon. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Nevelin. 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 Привет, привет. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. Блин, уже просто задумалась. Господи, опять какие-то трудности. Почему нельзя просто пойти и поговорить с ним? Что? Почему? But who knows how long making an appointment will take? What are you looking over there for? Там девушка, и она долго совсем стоит... Huh. Maybe Опа! something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Блин, очень круто, что нам дали ее бесплатно. Это прям... Блять. Это ты, это я. Между нами молния. Здравствуйте. В итоге я прыгнула за нее. Все нормально, все в порядке. Сейчас. Вот так. Я должна это заскринить. Здесь не очень сильно шумит этот подставка моя. Под кулер. Под кулер, говорю, под ноутбук, господи. О чем я думаю? Ладно, окей. Давай поговорим. Hello there. Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just... About many things, actually. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother... No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been... He would skip and jump, tossing sand in the wind. Голос The приятный. sun актриса. shone brightly, and the air... But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Как-то пассивненько. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? О, брателло пришел. And you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. I see.
It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever Блин, talks они to. очень миленькие, мне нравятся оба. Но девочка просто восхитительна. Только непонятно то, что она кошечка, у нее ушки, настоящий хвостик, а у него нет ни хера. Почему? Они же брат и сестра. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Потому что ты пиздеть любишь, Паймон. Да-да-да-да, с тобой слово ставить не успеешь, Паймон. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. А у него озвучка, знаете, на кого похожа? Блин, So, what did Сейчас Lynette скажу. mean just... Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. сейчас, прям очень похоже. У нас есть такой персонаж, который также общается. Неказуха. По-моему, Неказуха. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. Чуньюнь, что ли? There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Очень похож голос. Where to begin? Да, по-моему, Чуньюнь. Let's put that question on hold for a moment. We still have... Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. А, руки пожать надо. У них родители просто из And разных hello, фракций. Paimon. А, ну типа, там условно мама кошка, а батя обычный человек, да? Понятно. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? Please don't take offense. А сейчас Just consider у it него a сейчас sort of смех, как у etiquette we have here Тартальи in был. Fontaine when making new Что? friends. You should remember it. It might prove useful. Ой, на Фонтейне все прям, я не знаю, такие все. Добрый день, как ваши дела? Ля-ля-ля. Все такие, ёб твою мать, извините. All right then. Well, Paimon's just happy to have... By the way, we were just getting ready to go to the opera. So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the op. Please follow me. Ага, сейчас их поздадут нафиг под стражу. Следуйте за линией. Блин. Ладно, я торта хотя бы возьму. А то как-то смотрится вообще максимально не очень. Все, ок. Я слилась с местной этой. Че, все? Пришли? You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Воу-воу-воу. Ничего себе. Ой, это та тетенька, у которой пуговицы или держат сиськи. Здравствуйте. О май. Ну-ка. Нуля цаца прям. So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for... Она уже заранее решила их упечь за решетку, чтобы они нафиг ничего не натворили. My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Ебать, она самодовольная. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. Я понимаю, что он архонт, но как-то... Is she talking about us? Нет, Пайман, она говорит о линии или нет.
Да, жаль, а можно было бы отобрать. I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Она меня уже бесит. Intelligent people always gather under the Я не люблю таких надменных людей. И она меня уже просто раздражает. Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Мы рады, Now, мы все рады. you may rejoice in this. Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. Ну да, нам обычно, чтобы найти Архонта, надо было бы, я не знаю, полмира спасти. But the Hydro Archon's entrance was, Miss Hydro? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Какая она душная, боже. Can be divided into Это невозможно. mediocre Это невероятно and душная. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? Ой, All это it тот takes хер, is a который flip of my finger нас for me to know подслушал. everything about you. Whoa. Talk about sounding Духота. high and mighty. Она так заносчива, она такая душная, я не могу, просто... Форточка у меня открыта, ребят. Душно. А я, да, кстати, как истинная аристократка, готова к Фонтейну. Oh, what's with these looks? Perhaps the welcome. Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. Wait, does this mean they're the legendary blonde travel? Hey, what's all the commotion? Oh, of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I Дуэль? think this is gonna be the duel of the Чё, century. ахаться будешь? Все нормально, все в порядке, сейчас будем драться. Ooh, I've got to see this. Yes, but don't get too excited now. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself Мать, я and тебе this жопу надеру. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Опа, опа, опа. Махач, махач. И чё? Давай, давай, давай. Драться, драться. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Солнце мое, я Райдена вынесла вперед ногами. Еще тут тебя такую душнилу не вынесу, что ли? Да ты что? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire her bravery. А, она типа Few have батила the courage просто. to draw their sword against a god. She Господи, is как- obviously a true warrior. Она мерзкая. Unfortunately, people nowadays. Huh. Yeah, she's right. Just a duel would. On Aranias, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old. You see. Then, as the god of justice. Right. This is Судья. Fontaine, after all. Such a grand Я вроде в opera house. адвоката Will be не a pity- записывалась Why do you care никому. so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? Подать You're на going нас to в put суд. us on trial? Oh, we have. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the. Oh, so that's what they've done wrong. You call that obvious? What kind of law is that? Precisely. Now, if you two have no objections, then in the Боже, name ну of the High. что My это? apologies, Lady Farina.
I don't mean to spoil. I don't think that Paimon here meets. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Пайман не летающий объект, Пайман летающая консерва. Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit. As a magician who just rained on your parade, so was such an audience gathered. Так. Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? Угу. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no Пайман one could see воздушный it. шарик. You call that magic? Amusing. Very amusing, Linny. Just the Performance? You see all this as a performance? Боже мой. In which case, consider the matter Это of your trial это очень душно, resolved. ребята. Мне The настолько god of скучно, что justice просто will not bring невозможно. charges against an innocent, but Ну, я when there проскипать я это не are могу. valid grounds, I will not only judge, but even the gods of other lands. Мать, ну все, Forward to давай. seeing your upcoming performance at the Opera House, Miss. Все, иди, ты надоела уже, просто невозможно. Духота, духота. Fun! Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a. So, now do you see? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Она душная. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make. It will actually be my first time performing on the most prestigious. But isn't the Opera House where When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between. And speaking of performances, I would. My brother's always excited to make new friends. Ну такая миленькая, я не могу, она просто чудесная. Восхитительная девочка. we don't really have anything to do now? And we Splendid. In that Например, case, why Кирара don't we мне go не together? зашла. I'll show you the way. А вот это I just прям, have something to take прям care of. клёвая. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. У неё хвостик. This is a magical item known as a magic pocket. Знаете, что мне в голову пришла? Вот эта вот клетчатая наша русская сумка. Надеюсь, Снежна нам именно такой дадут. About that. I'm not sure exactly when it began, but it says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of until one day, the water levels in Fontaine will rise, and in the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. То есть я погибну, то Only then will the Фокалорс sins of the будет people of плакать. Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with... There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the... Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just... That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually...
Many places have already been completely submerged. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, as a magical item, these magic pockets have a... Oh, Hyman gets it. It's like preparing for a rainy day. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. Now, if you'd like to help, then please give these magic... Что-то какая-то наебочка какая-то, мне кажется. Ожера. What's this? So you all... What? You mean... No, I believe in the prophecy. The story says that people once lived in the ocean. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set... So, if you ask me, water rot... Oh, we hadn't heard that one before. But... All right, I'll take it. I guess... Сучили все-таки. Ладно, хоть денег не просим. То ходили бы как цыгане. Позолоти So ручку. you're the blonde traveler that Oh, a magic pocket? Seems you... Thanks. Oh, please, also thank the magician on my behalf when... Здесь, наверное, будут очень красивые новые крылья. А, я же их видела. А что, они для торта подойдут? I don't want that thing. Way I see it, life is all about living in the moment. You should still take it. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that... Господи, вам на халяву сумку волшебную дают. Что такого-то? Возьмите. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some... interest. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more... So, you want to collect materials? Just tell him... Oh, that would be much appreciated. We'll need some romaritime flowers. I remember seeing... Вот сейчас, наверное, по ивенту можно побегать. Забрать вот эти вот все штучки. Цветочки. Так. Can't wait to give her my gift. Ну-ка, ну-ка. It seems we have to use Hydro to collect romaritime flowers. Ну, на. Это опять эти цветы. Не люблю такое. Ладно. Здесь что? Маркот. Соберем. Еще ромарин соберем. Еще есть? Вон там есть. Тортик будет чувствовать себя здесь просто как дома. Это прям его локация. Что, больше нету ничего? Ну-ка, сейчас бежим. Вдруг тут еще цветочки есть. О, вижу еще цветочки. Цветочки. Еще вижу цветочки. Что это? А, это ракушка. Ну все, вроде больше нет.
Ну вот водопады тут, конечно, восхитительно нарисованы. А потом, ой, Genshin, это такая тупая игра, у нее такая плохая графика. Ой. Обновление Геншина в ней весило 32 гигабайта. Это охренеть просто. Как игра, которая весит 32 гигабайта, может иметь плохую графику? Тем более графика тут хорошая. Да, немного мультяшная, ну и что? Вы же в доту играете, она тоже мультяшная. You made quick work of that. I can tell you're an expert. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Fine. Though the performance is still a long way off. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the opera house? Good. Все, пойдемте. Путешествовать. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. У меня есть вот такая Аленка. Вот, чтобы было видно. Это Аленка, которая идет на экспорт из нашей страны. Она в России не продается практически. Ну, она продается, но в очень сложном способе продажи. В обычном магазине вы такого не найдете. Она со вкусом кардамона и апельсина. И я сегодня ее хочу прям на стриме попробовать. Внутри у нас 2 вафельки, которые делятся напополам. Видите, надеюсь, что 2 их, короче. Вот. Неплохая вафелька. Немного маловато крема, мне кажется. Суховато. Но это вафля. Да, вкус апельсина. Слабенький, но есть. Вот такое. Да, специя. Кардамон — это специя такая. What's wrong with her? I meant to... She's magicians and thieves practice similar methods. We divert attention and just watch her movements carefully. Украла. Oh, he's rich! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape. All right, let... На лифте? На лифте. Блин, анимация очень крутая. Но очень мало ее. Если бы можно было бы бегать, как на Елане, было бы очень круто. Да, она такая миленькая, я не могу. Она очень клевая. Потрясающая девочка. Что-то у меня тут все подряд на ней. И анимация очень клевая, блин, ну чудесная. У нее еще хвостик очень милый. Смотрите, какой гидропол красивый. Очень красивый. Прям чудесно. Все. Какой... А, ну он меня дальше там повезет. Все, я поняла. Аквабус. Бля, аквабус. This is the spot where Linny wanted us to wait. Аквабус. Oh, look!
Хайман, ты вот вообще. Oh no! Did she notice us? She started running the other direction. Водичка кончилась. Плохо. У меня тут шупап есть, ладно. Есть еще вода. What should we do? Should we chase her? You're right. She might. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Кажется, нам здесь больше нечего делать. Yeah. Окей, давайте с Лини. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything. No, that was all. Well, anyway, I should be going now. Thanks again. Угу. Oh, were you returning what the thief had stolen? Угу. That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure. Oh, did you? I'll be alright. It's just a twisted ankle, that's all. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Угу. Imagine what would. You're right, you're right. Sorry, Lynette. По-моему, все-таки у Чунь-Юня такой голос. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. Еще знаете кого на Тому? But at least we were able to get the stolen items back, so... What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Alright, let's put this little... Я сейчас, подождите, я сейчас посижу, послушаю. Ну-ка, Чунь-Юнь, персонажа, озвучивание. There is heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... I always forget that last part. Heart be pure, evil be erased, mind be purged, world be... Сейф. I always Это forget that last part. фраза этой... Как ее? Шиньхэ. Forth, my blade! From whence you came! There is no purer form of water than rain. It can aid us Ну-ка, а Тома? I really did spend a lot recently. Only 10 more are left. Тома. Still, 10 more is better than no more. Вот что-то между Томой и Чунь-Юнем. Очень похоже. Where'd this rain come from? Are you gonna be okay? Here, I'll lend you my coat. Ну, у них же разные. Кто озвучил? Кристиан Бамс. Галерея персонажей. Линия. Дамон Милс. Короче, очень похоже. А Чунь-Юнь? Ну, вряд ли они, блин, делали одинаковых этих, потому что они всегда стараются разных актеров нанять, да. Но похоже очень голоса, прям пипец как. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Боже. Ой. Что? Что случилось? Извините. Извините, пожалуйста, я случайно задела провод. У меня есть... Цунди. Просто... Ждем реран. Еще у меня есть... не так давно появился, прям перед моим отъездом в Петербург. Я купила себе маленькую... Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Я обалдею от наших разговоров. Ты такой умный дядька. Вот такой у меня еще появился маленький Джун Ли. Надеюсь, его видно.
Вот. Такой совсем маленький. Вот. И, конечно, у меня еще кривая фигурка Джудли светящаяся, но это... Если вы подпишетесь на группу ВКонтакте, вы можете, в принципе, найти пост с ним. Вот. А еще не так давно у меня появилась такая коза. И что вы думаете? Она выпала мне гачу. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Сейчас. But where are those who share the memory? Сейчас муж поговорит. Я купила рандомные такие коробочки маленькие. Там рандомно падает, короче, фигурка. Я думала, что там Джунли будет, потому что нарисовано на коробке Джунли. Я такая думала, ну, значит, там Джунли. Я не знала, что это рандомное. А в итоге у меня падает коза. Коза. И как бы, знаете, когда я выбивала кавиха... Сейчас. Чтобы вы понимали. Я не хотела козу. Но... Бля, не здесь. Не так. Вот так. Вот здесь, наверное, да? Коза. Я не хотела выбивать козу. Я выбивала кавиха. И просто... За 60 круток. Спасибо. Она меня преследует. Вообще, в принципе, криво персонажи меня преследуют. Почему? Спросите меня. Сейчас вам скажу, почему. Сейчас поставим фильтр. Криво. Далее. Больше всего персонажей на аккаунте у меня именно криво. За ними идут эти электро. Я просила электро. Да. Почему? Причем из криво персонажей я никого не хотела. Вот просто если так вот подумать, вот я вот нажму криво, никого из них я не хотела, кроме Шэньхэ. Его дочь, так сказать, в натуре. Мне еще Сяо не хватает, точно, детский сад, Рапашка. Сянлин, Коза и Сяо не хватает. На реране Сяо я, конечно, постараюсь его выпить. Но пока что у меня сейчас все улетит просто в деда. Вот, чтобы вы понимали количество моих круточек. Ой, уже 15 тысяч. Сколько здесь уже? 98 круток плюс 13. Ни хрена мне тут насыпало. Подождите. 98 плюс 13. 111. 100. Уже 111? Вчера вроде 105 было. Ну ладно, мне 650 прибогемов насыпали. Вот, в принципе, из-за чего. Ладно, окей. Вот. Все на дяденьку. А еще у меня 50 на 50? А нет. Нет, у меня не 50. У меня 100% гарант. Потому что последний раз мне падала чича. Да, я выбивала казуху, мне выпала чича. Вот. И опять же вернемся к криво персонажам. Я играю с октября того года. Типа... Это моя боль. Вот это моя боль просто. Я еще никогда так не рыдала, когда у меня она упала C3. Я такая... Нет. За что? Аквабус. Ну-ка, может, сейчас Павел скажет, как правильно. Аквабус. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around! This is an aquabus. It allows people to travel between several key locations around Fontейn. Аквабус. Окей. Я запомнила. Аквабус. На А. На первом. Ударение. Аквабус. Аквабус. Окей. Спасибо, что здесь нет вот этих замудренных названий, как было
в последнем обновлении Сумеру, где я вам это все читала. Все эти обалденные диалоги вот этой маленькой летающей пизды. Вот. И типа вот эти все чего-то непонятно. И я уже сидела, просто язык ломала. Аквабус. Запомните, Аквабус. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just, besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. У меня больше всего электроперсов, почти все дендра. Тут мандарины есть. Мандарины? В смысле мандарины? Я ж мандарин захотелось, боже мой. It's about time for us to leave. Let's get on board. Ну, понятно, что это автобус, просто... Аквабус. О! Вот это мы знаем. В натуре. Не заметили. Traveler! Paimon! Неожиданная встреча. Oh, I never guessed I'd bump into you while riding the Aquabus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. А то мы тебе не говорили, что когда-то мы все-таки поедем в Фонтейн. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Ну как не знали? Ну это было само собой разумеется. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. Мы, кстати, двигаемся. Вы видите? So, what have you Несмотря been на up to lately, диалог. Charlotte? Any big news? И диалог сам пролистывается, авто не стоит. Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Ah, you're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Что-то у меня и глиттер до сих пор не засох вот здесь. Здесь вроде весь высох. Здесь чуть-чуть не подсох. Здесь прям вот здесь вообще не высох, Oh, нифига. I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases Называется actually. они пузырин, да, такой. You mean the serial disappearances of... That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most if I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all Опять kinds of душные materials. диалоги, ребят. Just Может, все-таки немножечко там Disappearances of young лора women нам case. дадите, а не That's вот эти right. пустые The first missing girl разговоры. case happened almost 20 years, and ever since, after a period of time. But the scariest part is that to this day, Просто one чтобы of the было girls понятно, many я suspects читаю have been диалоги arrested over только the ради years in того, connection чтобы with this понять case. лор But игры. shortly after each arrest, А another это disappearance я не would хочу always это happen. читать, честное слово. Типа, я хочу узнать историю мира, а не сидеть и слушать какие-то там
сплетни, которые вообще к истории не относятся. Yes, I agree. And at the very least, I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Ну ты путю какой хороший. Please don't imagine that, Lenny. А знаете, что я не отметила этот кидроку? Да. Hey, we're almost there. Look. Здесь книжка есть. А почему Пайбан не улетает нафиг? Что у этого корабля есть сила притяжения? Физика вышла из чата, она должна как бы улетать. Ей надо было сесть, типа, держаться за что-то. Ладно, это волшебный мир. Я не буду душнить. А что если вдруг? А что вдруг? Я что-то это забыла. Well, I really Там enjoyed барьер, chatting так with you. сказать. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. You're right. I have an interview to get to. I should get going before. Okay. Paimon hopes we can. Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and. If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, Зовут we гостя. wouldn't mind at all. This city is so huge. Какая штука красивая. Интересный город. Масштабный. Надеюсь, он именно такой, какой мне показался. Ну, слушайте, такой не маленький довольно. Прикольный. Surprise! Is this big machine У меня лампа выключилась. Я про про сплетни. Блин, ну сплетни это так себе. Еще ладно, когда ты там событие какое-то проходишь, да, там, допустим, вникаешь в какую-то историю. Но когда ты проходишь сюжетку основного мира, как-то, ну, тебе не очень хочется сидеть слушать какие-то сплетни. Ну, не мое это, я лучше бы историю послушала. This is our current abode. Ah, Fremine. А чё у меня лампа-то вырубилась? Where did everyone else go? Oh, they all just went out. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Еще один брат? Их трое, что ли? Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound big. Lenny, could you come here for a moment? Hmm? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Угу. Блин, я не знаю, лампу обратно включить, нет? По-моему, слишком темно. Сейчас.
Понятия не имею, что она вырубилась. Но что-то она вырубилась. Брат под детдом. Да уж. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the traveler... Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right. Дождик пошел. Господи, у нас в Ярославле такая жара, просто ужас. Ну да, он довольно миленький. Looks like rain. Кажется, дождь собирается. Oh, you're right. But wasn't it clear in I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where... Опять кого-то судят. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that it said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went. Every time it weeps, the skies will cloud up. And when I was a child, my mother told me that if I wanted to go out... Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Да, сейчас Паймон орать Hydro будет. dragon, don't cry! doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, Im understood the concept of romanticism. Sorry. It might be because we've never met the Hydro Dragon. Так Perhaps it все-таки can't be comforted by the words of strangers. Невилет дракон или выдра? Я надеюсь, что все-таки дракон. Ну, по крайней мере, это бы объяснило то, что у него нет глаза бога. It's already getting late. Чего у торта? Есть сестра? Да, я знаю, у нее там, может, там сестра Тоня, Тевкар мелкий и еще кто-то. Еще, по-моему, брат есть. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some Причем они preparations все for the родные. show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the I'm afraid that Fremine can be quite introverted. And the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid. No trouble at all. Don't worry. Хозяйка это Арлекина, что ли? Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it... Oh, no need. No. Угу. Нас же в хату приглашали, а как же гости? Блин, эти мелкие такие прикольные. Что-то она поникла. Прикольные. Over here. Разве Андрей? Сейчас проверим. Нет, не здесь, наверное. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd... Джон Ли, давай The поднимемся. skeletal white snowscape. I once ventured deep into the abyss and came face to face. Приглашение. Comrade,
how would you like to join the Fatui? A warrior must I am the... You wield... Comrade, how would you like the skeleton? I once ventured deep into the abyss and came face to face with an enormous beast. Huh. Varka. Just the thought of one day going head to head with him in combat. The fabled knight of Boreas himself, titan of the Knights of Favonius. It makes me buzz with excitement. Remember, comrade, face me in However, comrade, a word of advice. How time... Ice fishing and combat fall... My pet peeves. Eating delicious food really has a way of... Happy birthday, comrade. Warriors, bravo, comrade. Make sure you keep training too. Его же было вроде написано где-то. Что-то персонажа один. Ну что зайчка, ну что булочка. Семейные письма Тартани. Какая прелесть. Антон. Дерьмушка, еще, пожалуйста, передай Антону, что люди влияют такие же, как мы, а вовсе не каменные. Короче, сестра у него Тоня и братья Антон и Тевкра. Hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Oh no, we're just here to deliver some materials. Ah, these must be for Magic Pockets. I could tell right away. I've already made several orders. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them, but they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to... Whoa. So, is Lenny actually loaded? Ладно. I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? Тоже на It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. Интересно, конечно. А что у меня лампа-то все вырубается? Господи. Что-то не так с моей лампой. Секундочку. Что-то ей совсем плохо сейчас. Что-нибудь придумала. Ну-ка. Ну. Не, нифига. Что у меня с лампой-то? У меня лампа отказывается работать. Сейчас я, короче, в розетку ставлю. Что-то не хочет. Минуточку. Что-то она мне нифига не хочет. Через USB работает, поэтому сейчас я включу розетку.
через розетку не включается. Не пойму. Господи. Не было бы проблем, купила бы порося. И этот наруч нифига не работает. Вот она вырубается. Я включаю, она вырубается. Да что ж такое-то? Ну что я могу сказать? Знаешь, могу сидеть без лампы. Срать на нее. Могу, конечно, вот эту подсветить, но она мне очень сильно глаз бьет светом. Она вроде не сильно, но вот все равно ярко. Well, it's a little but basically, everything we usually use here in the city is powered by Indemnity. Huh? How can trials produce... Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically... Какой-то кусок пластика валяется. When a trial is in session. So that's what... Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned... Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on... Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Ты, надеюсь, более-менее видно. Besides Indemnitium, we have another type of energy called Musia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by... I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're... You again? Didn't I already promise you that I'd have the Morai? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. А люлей ты получить не хочешь? Huh? Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe... Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confreri of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of Mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Ffontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Ffontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far, right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Не говори-ка. Сводишь солнцевый лучик. Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it?
Он тебе сейчас таких люлей отвесит. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Hey! That's way over the line! Alright, boys! Let's see who has to pay up now! Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. Tidal wave. Боже, им еще поиграть дали, обалденно. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Wait, don't tell me you're... Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Now's my chance! Воу-воу. А ты думал, что, у тебя так Тиф тащит, что ли? That was weird. Он такой великий, я не могу, боже. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? Я прям не могу, это прям чудесная встреча. I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. Если бы здесь еще Джунли появился, наверное, я разрыдалась бы, наверное. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Что с тобой, мой зайчик? Что случилось? Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me, she was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. Because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken? She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Да-да, припоминаем мы такого кита. That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. Выглядит красиво. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never... So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh.
seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for, but it's been years now, and I've still found nothing. There isn't. Oh, it sounds like. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. What? More work for the Northland Bank? And no, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Official champion duelist? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. Это как это в «Игре престолов». Если мы попадем в суд, я скажу, как же там Тирион сказал? Я выбираю суд поединком. И все, я такая, ха, сейчас я как люлей надаю. And the worst case scenario is that you're simply killed in the duel. Oh my god. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty. From what I can tell, no one has ever been so really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. So, do many people... Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably... Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Which is exactly why I was... Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name... Oh, before I forget, I want you to have this. Тут он хочет что-то подарить. Боже. Huh? Your vision? Что? Seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Боже, какой лапочка. Он дает Besides, нам свой I глаз just need you to Бога. hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Ну, естественно. Whatever gave you that idea? That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Смотри, какая Люмина. Она просто довольная стоит. Боже. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Люмин тупо довольная. Интересно, у Итера такая же анимация? Типа... Да, я моему щекота согласен Бога. The reporter who was barely around for most of the story all along. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon's whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both, it's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. Oh, sorry, hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Linny's performance? Linny said that the Opera House is on Aranea, so let's go ride the Aquabus! А чё у нас здесь это? Не открыто-то ничего. Господи, куда добежать опять? Я думала, я открыла здесь всю локацию. Вот и куда нас занесло. Занесло. Ой, занесло куда-то, занесло меня. Блин, ну встреча с Чайлдом это лучше, просто честное слово. Лучше, наверное, и не придушь. Куда идти-то? Я понимаю, что наверх. Там лифт, что ли? Да, тут, походу, опять лифт.
Здравствуйте. Добрый вечер. И чё? А, ну вот, все. У меня есть чипсики. Это чипсики. Вот это чипсы. Коля, вот это чипсы. А целую неделю их не ела. Я ж прям... Кажется, мне надо было пониже спуститься. Ну-ка. Хочу исследовать. Здравствуйте. Блин, прикольно. Тут сесть можно? О. Welcome to the Nevelin. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat. The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. The destination of the current tour is Arenias. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontейn Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned a new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. А, поэтому он такой разрушенный. Красотень. We are now approaching our final destination. Это что за... Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to the lost and found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Тебе спасибо, малышка, было познавательно. Я как прям с Питера не приезжала. Все какие-то экскурсии. Здравствуйте. Отправляться на площадь. Погнали. Цветочки. Пузырин. Какая прелесть. Так вот про какие мандарины мне говорили. Все поняла. Прикольно. А чё, где? А, о, на елке. Тут елки такие красивые, кстати. Вот это вот зелененькая вообще красиво. Так, надо ее как-то отметить. Карта-то у меня еще не открыта. Здесь, наверное. Где я, блин? Ну да, где-то здесь. Seems Lenny is saying some strange things again.
It's really worrying. Ах, красота какая. Это чё? А чё за птицы такие? Нифига. Птицы новые. Ну куда ты? Яйца. Ну ладно, пригодятся. Цветочек. Какой там фонтанчик, боже мой. Опять сундуки удивительные. You're mine. Это типа как эти лебеди, но не лебеди, да? Какая прелесть. А что с ними делать-то? Ничего не понятно, но мне кажется, это надо вот этот сначала, потом чуть-чуть попозже вот этот. Сейчас он остановится. Вот сейчас. Нифига. Значит, еще позже. Обоснуйте. Я поняла. Надо сначала вот эту. Потом вот эту. Потом вот эту. О! О! Получилось. Мебель! Как же я счастлива! Ну хотя бы камней столько дают. На этом спасибо. Надо все равно кринж. О, не воркует, не воркует. Какая прелесть. Или нет? Или они у меня забагались так? Прикол, конечно. Красотень. Очень красивый фонтан. Цветочки. Хочу цветочки. И рыб хочу. Окуня. Я просто за цветочками не ругайся. Карта не ругайся. Вот еще цветочек. Еще цветочек. Это мята. Слушай, я как будто в Петергоф опять и приехала. Одни фонтаны. Аллеи и фонтаны. Надо отметить гидровку. Хоть бы к статуе Архонта дали подойти, что ли. Блин, примагемчики, как же я счастлива.
Now this is fancy! The opera at Prez. What a place to hold a performance! No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a Они bright монетки and healthy покидают. child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Какие они прелестные, боже. Maybe this is one of the customs in Fontaine. Vache. What's wrong? Vache. Vache. No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Мне к этому фонтану не надо. Lynette! Lenny asked me to wait here for you. Right. What do you mean? There are a lot of people here, right? Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, I see. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect. it's because of her sensitivity to the hydro element? When do you cry, Paimon? Wait, what? Just answer me. When Paimon's really sad? Oh, and Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. Если бы здесь сейчас была Мона, она бы залезла в этот фонтейн собирать монетки. Боже. Это очень плохо так шутить, но... So, what did the voice say? Huh. If you were hearing their... Rather than worrying about them, we should worry. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. Oh, right. Что-то можно исследовать. Это цветочки, да? Радужная роза. Какая красивая. А что это за книжка такая? А, это, наверное, по ивенту. Все, я понял. Все поняла. Surprise! Traveler in Какая Paimon. музыка Good to see ужасная. you. I knew you'd. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. I can tell. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. Ooh, front row seats. Thanks, Linny. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. А чё так темно? Hey, Lenny, could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead.
Сейчас мы с вами будем смотреть цирковое шоу. О, там должен сидеть Невилет. Его ж там сейчас нету? Нет, по-моему, нету. Невилет, господи, как же сложно. О, вот он! Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Извините, я должна это скинуть просто вот тут, вот сюда. Нифига он цаца. Все, ребят, я его хочу. Я его выбью, когда будет реран. A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Friends with Linny then. Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to Прости меня, дед. Какой дяденька, боже мой. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nevelin. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Какой голос приятный, боже мой. Wait, Nevelin? Could he be? I saw you all chatting just now. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Ooh, sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. Важная птица, Паймон, заткнись. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to, there's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. Сидит, блин. Овца. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should Ну take да, она notice of her произвела sooner первое rather than впечатление от later. душнилы. Otherwise she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and set. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. У него такой голос приятный и спокойный, боже мой. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice Я and от the такого Hydro Archon? голоса кайфовала только у Тигнари. Очень нравился голос Тигнари. И очень жаль, что там актеры озвучки меняют. Хоть там, я знаю, история не очень, но тем не менее. All right, please wait just a moment longer.
I've pretty much finished my... Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! Ooh! They're dimming the lights! The show must be starting! Пайман, заткнись. Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will... Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparation. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps... Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Запись забыла включить. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely. Right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Так. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. А одежда чё? В двух экземплярах? Whoa! What in the world just happened? How did he do? Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? If we could see easily through his tricks,
and that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has... That's right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette... Thank you everyone. But our magical journey has only just... The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough, in which case, I have ample time to make... So, for my next trick, I will require the participation of one lucky odd. Please, if my assistants could bring it... There are 2 boxes, and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle. I'm sure many of our clever audience members, our lucky audience member and I will each enter... Now please, everyone pay fair... Wow! Hey, do you think this is all magic tricks? Or does Lenny have actual... The lucky audience member will be generated by this. It selects numbers entirely at random. Now then. Ну, конечно, это сейчас будем мы. Кто ж еще? Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Возможно. Please, come forward. Может быть, My действительно иллюзия assistant will была. take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you. You don't need to do anything. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to... Like this. 60, 59, 58. Just keep... I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on... Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then... Ooh! Paimon kinda wants to count faster! No, that won't do. I can see it in your eye. Come on, repeat after me. 60, 59, 50... That's right, perfect. Господи. Keep it going. All right. 54, 53, 50... Why aren't you counting, Nevelin? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Paimon доебалась до него в натуре. Alright. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39... Mr. Linney, are you alright in there? Yes, I'm fine. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example... Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at... What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't... 25! 20! What's wrong, Mr. Linney? I can still hear... I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but... Never mind the decorations. There's no time... No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. 19! 18! It seems things aren't quite going as... It feels like you're all starting to count faster, but that's alright. I know it can 10 seconds and change is still... 10! Almost there now. Whew. Swapping 2 people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da! Да ты что? А девушка-то?
Whoa. Huh? Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will... No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Я надеюсь, девушка-то не погибла хоть. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance, and there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young... The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his... I say that our powerful magician, Mr. Lenny, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole... No, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, Ну да. is he not? Очень справедливо с ее стороны, конечно, обвинять его в первую очередь. Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear, But that can't be right. How come he was in the box on the stage the entire time? We can even, besides, before the show, he told us they would like to catch the criminal behind the disappearance. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Lenny and his associates, and that you... I just think that he... Well, I think it... But what Lady Farina said just now makes perfect sense. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. Блестяще рассудила, она просто типа, ну это случилось на твоем выступлении, поэтому ты виноват. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the... that's right. I mean you, traveler. You'll support Lenny, won't you? Then there's no problem at all. You know, but with Lenny's help, our little duel ended in a draw. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. Хочешь судиться? She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. По-моему, они только ищут лишний повод. Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric as... Are you willing to act as Mr. Lenny's attorney and Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides, Lenny and his troupe, are all potential suspects. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guard. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big... Lenny! Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Божество справедливости, да-да. Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah,
I'm a little shaken up myself. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Пацана жалко погиб. Tell me, do you think I could possibly be the Merca to hear? Thank you so much. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confused. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Paimon, ну что это? Don't worry. Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. Ну хоть на это, как говорится, спасибо. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our... Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to... since we're going to start investigating... Oh, well... I'm afraid that would involve some of our... The secrets behind our magic are past saving, Lynn. I suppose you're Писать right. пошла. The truth behind our... 'Tis truly a pity. But if revealing our secrets will help you uncover the truth, we should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go... Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Обалдеть. Hello, officer. How's the investigation going? Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this... Huh? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants, named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, the assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props. As well as you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on... All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere act. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely... But he doesn't have a motive. Блин, эти усы, это просто... Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable. Sorry, I tend to be pretty... Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows? Mm-hmm. Mm-hmm.
Чё? А куда бежать? Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, Ну you're чё not они from какие Fontaine. пиксели-то Well, на you're шее? right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? Спина террас. From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Угу. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. Ля какой. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the... Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. Спина. Ой. All merely trifling details. Never. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Прикольненькая она. Judging from the look of things, I find Lynn... Really? We think so too! But how did you come to that Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Очень красивая. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the Justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course... Sounds more like you just don't trust the Hydroarchon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't... Alright, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that... Well, I say it does. But don't worry. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Блин, опять тупые диалоги, да боже. Well... And why would that be? See, Silver... Most astute of you, Demoiselle. I too think that the travelers no matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectation, that if that can be done, boss, then... Alright, that's quite enough, Malus. Anyway, now, I need to make some preparations. Following... Wait! Since when did we become... Oh, well, I can be the assistant. That's more like it. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish... You have a point. And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something... I have nothing to add. Ля он прям... Че? У меня, конечно, таких модных очков нет, но есть вот такие. Alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Ладно, в них не видно нифига. Че?
еще есть своих очках. Все, я нашла их. Я буду как Патма. Why would it be him? Whoever the murderer was. А чё в итоге-то? Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If... No, we're not leaving. Were you always guarding this entrance? Какая миленькая, боже. After the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. I doubt there was much opportunity. How can you be so... Well, because I was in charge of security near the... and I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post. We So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Чё? Я лагаю? Почему? У меня вроде все нормально. Чё, совсем все плохо? Я просто слежу с телефона, чтобы все нормально было, но вроде все нормально. О-о. А нет, нифига. Вот сейчас вижу лаги. Интересно, конечно. Сейчас проверим. Минуточку. Звук хороший, картинка нет. Да нет, походу, все-таки стрим что-то подлагивает. Может, у меня уже комп перегрелся? Да, у меня комп перегрелся. Сейчас ребля. Я пошумлю тут, конечно, чуть-чуть кулером. Ну пусть этот. Он немножко этот выдает. Сейчас должно быть полегче. У меня, наверное, просто комп перегрелся. Я просто не включала кулер дополнительный, который на выдув работает. Потому что очень сильно шумит. Вот сейчас, наверное, вы слышите то, что вот это вот. У меня подставка-то хоть работает, нет? Да, работает. Сейчас еще подставку на максимум включу. Хотя нам вроде и так на максимум. Дымим! Ладно, я шучу. Не дымим, все нормально. Так, не тошни. Все было нормально, я не знаю, вот буквально вот только сейчас залагало, вот вы мне сказали, все. До этого-то все нормально было. Сейчас комп остынет чуть-чуть. Должно, наверное, перестать лагать. Хотя это может и нет. Сейчас проверим. Ага-ха. Не проконсультировавшись. Я что, первый день стримлю?
30. Нет, а может мои что подрубили? Да нет, нормальная скорость. Я не знаю, что оно так. Сейчас скорость загрузки проверим. Ну, нормальная скорость загрузки. В целом. Мне кажется, просто комп перегрелся. Сейчас он чуть-чуть остынет. Будет нормально. А так фиг его знает, что тут. Что-то я это... Темно, блин, у меня камера этот... Творческая студия, восклицательный знак есть? Какого-то... Какой восклицательный знак? Где? Нету ничего. Качество трансляции отлично, он мне показывает соединение, заебись. Чё надо? Сейчас я попробую опять это включить, а то что без него это темно. Блин, ща.